Всем привет, друзья-боксерчики! И сегодня у нас завершающая серия постулатов для боксеров. И очень интересный постулат. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, чего бы вы ни добились, кем бы вы ни стали, всегда помните и оставайтесь человеком. Потому что жизненные дрязги и жизненные напряги могут завести вас как вверх, так и низ, так и вниз. И в конце своего жизненного пути очень важно обрести вот это вот состояние своей собственной человечности. Потому что человек в своем начале, в первую очередь, должен быть очень сильным, ярким индивидуалистом для своей собственной жизни. И очень важно, чтобы вы не потеряли свои самые лучшие качества по жизни. Поэтому все то, что может вас обогатить с точки зрения характера, воли, силы, оно должно умножиться. Единственный критерий для вашей человечности – это ваша собственная совесть. И именно тот кодекс, который задает вам ваша совесть, является тем внутренним авторитетом, который позволяет вам делить добро и зло, и между этим делать выбор. Потому что добро и зло живет в каждом из нас. И вот эту вот разницу мы отсекаем своими поступками и своими выборами. Выбор вам нужен только для того, чтобы упорядочить систему своих собственных определений, чтобы ваша мотивация всегда была с точки зрения вашей человечности. Там, откуда я родом, с детских лет говорили, что если не знаешь, как поступить, поступай по-человечи. А как это? Это так, чтобы хорошо было всем окружающим вокруг тебя, чтобы ты своим поведением не осквернял свой собственный дух, чтобы ты своей мотивацией заражал других людей на жизнь, на невероятные поступки. Поэтому ваша человечность должна сохраниться до самой старости. То, что не может разделить внутри вас хорошее или плохое. Вот знаете, как утверждают психологи? Есть внешнее состояние, есть внутреннее состояние. Внешнее состояние – это все то, что лучшее мы выставляем на показ. Это какие мы красивые, умные, какое у нас богатое воображение или насколько мы творческие. Но внутри мы можем планировать изнасилование, убийство, кражи. И вот эту вот разницу нужно отдалить. Нужно в буквальном смысле очистить свою душу от всякой неправды. И это можно сделать только с одной стороны. Очистить свою душу вы можете своей совестью. Ваша собственная совесть порождает уникальное мнение, которое не позволяет вам быть гордым. Что значит гордым? Гордый – это превознесение себя над другими. И если вы вдруг стали чемпионом, и ваше превосходство возбуждает в вас мнение, абсолютное мнение, что вы самый-самый крутой, при этом вы забыли, откуда вы и кто вы, и как вы шли путь. И вот это вот мнимое чемпионство, которое забивает вам голову, забивает вам душу, впоследствии является самым опасным и самым разрушительным врагом, потому что вы потеряете все. Все потеряете. Но гордый человек, что облечен минутным, кратковременным величием, и так кривляется, как злая обезьяна, что не понимает он, что хрупок, как стекло он перед небом, и так кривляется, что плачут ангелы над ним. Это картина того, что, парни, в своей человечности вы должны вот эти вот авторитетные правила нести по жизни. Мне нравится вот один из примеров Мэнни Пакьяо. Все знают, величайший чемпион. Вышел из трущоб, и сейчас он является национальным героем своей страны. Это тот парень, который ничего не забыл. И на самом своем мощном успехе он умудрился сохранить вот этот свой статус, свою вот эту вот человечность. Он строит школы, он строит дома для простых людей.
он такой, какой он был в самом начале пути. Безусловно, бокс его обогатил. Безусловно, бокс ему дал возможность, в которой он сохранил себя, сохранил свой стержень. Это самое главное и для боксера, и для любого человека. Поэтому, парни, обратите внимание на свое поведение. Совесть нужна вам только для того, чтобы вы не разрушили систему своих убеждений, своих собственных ценностей, которые вы вырабатываете в течение жизни. Жизнь у всех и легкая, и сложная. Не бывает так, что человек абсолютно счастливый или абсолютно несчастный. Мы все должны хлебнуть в ровной степени и счастья, и несчастья. Причем хлебнуть каждый день, чтобы видеть разницу между добром и злом, чтобы видеть разницу между людьми и зверьми. Миром правит интерес. И пока вы будете интересны для самого себя, вы будете интересны для всех. Поэтому, парни, старайтесь, обращайте внимание на все мелочи, которые окружают вас. И в своей порядочности растите. Еще раз повторю, ваш собственный авторитет должен быть в приоритете, на первом месте. Ваше мнение, оно должно быть определяющее ваше поведение. Поэтому все постулаты и все части души, они связываются в одно, в общее формирование той картины, которая является вашей жизнью. И в вашей жизни должно быть и счастье, и несчастье. Поэтому не надо сетовать, не надо распускать слюни и сопли. Соберитесь, тренируйтесь. И если вы сдаетесь в начале пути, это слабость. Если вы сдаетесь в середине пути, это глупость. Поэтому если вы не готовы пройти весь путь, даже лучше не начинайте его. Очень важно сохранить самые лучшие свои качества до самого-самого конца. Поэтому дерзайте и старайтесь, чтобы вы в старости стали только мудрей и лучше. И чтобы вы не остались один, как многие-многие бесславные чемпионы. Слава их не померкла, и деньги быстро закончились. А вот уважение это навсегда. Поэтому уважайте себя, уважайте то, чем вы занимаетесь, и уважайте людей, которые окружают вас, которые вас любят, которые болеют за вас и поддерживают. Поэтому, парни, старайтесь, и у вас все получится. Но я хочу сказать вам, что никогда не сдавайтесь, верьте в себя, ничего не бойтесь и оставайтесь всегда человеком.